Компания Руми была создана в начале 20 века и первоначально поставляла литые компоненты для текстильного машиностроения. В начале Второй мировой войны Руми занялась производством вооружения, миниатюрных подводных лодок и торпед. После окончания войны в 50 году Данино Руми присоединился к своему отцу в семейном литейном бизнесе. Он был экстравагантным художником с визуальными наклонностями, мало чем отличающимися от Сальвадора Дали. Данино убедил отца, что пора заниматься производством легких мотоциклов, которые были очень востребованы в послевоенные годы. Но чтобы выделиться среди конкурентов, он решил сочетать высокое искусство и изготовление металла с сильным культурным стремлением к чему-то яркому и новому. Забегая вперед, скажу, что вся продукция фабрики Руми была эстетически оригинальной, технически хорошо продуманной, а самое главное, привлекательной для чувств и эмоций. Первой серийной моделью стал мотоцикл Руми 125 Туризма, но о нем и его последователях я вам расскажу как-нибудь в другой раз. Сегодня мы поговорим о сумасшедшем скутере Руми Формичино. Формичино в переводе с итальянского означает «муравей». Прежде чем представить это произведение искусства массам в 1954 году, Данино Руми сначала придумал этот необычный дизайн на бумаге. Затем сам лично вылепил полномасштабную модель из глины, а уж потом Руми Формичино был воплощен в металле. Большинство европейских скутеров того периода были изготовлены на основе стальных штампованных рам, на которые навешивалось все остальное. Однако, обладая большим промышленным опытом в области литья алюминия, Руми пошли другим путем и изготовили алюминиевый монококовый кузов, который состоял из двух основных частей – задняя и передняя, которые связываются двигателем, представляющим собой фактически усиленный элемент всей конструкции. Передняя часть, в свою очередь, также состоит из двух секций. Первая – это 7-литровый бак и фара, а вторая – вилка, крыло и руль. На задней части были установлены нетипичные для скутеров раздельные два сидения. Двигатель для скутера, естественно, был взят от первого выпущенного мотоцикла. Его разработал итальянский инженер Пьетро Вассена. Это двухцилиндровый двухтактный 125-кубовый мотор, который также отличался от тех, что устанавливали конкуренты. Его два цилиндра были наклонены вперед и располагались горизонтально. Такое решение было принято в угоду доступности цилиндров для ремонта во время гонок, в которых постоянно участвовали мотоциклы компании. В итоге эта конструкция двигателя стала фирменной фишкой Руми. Силовая установка выдавала около 7 лошадиных сил максимальной мощности и разгоняла 100-килограммовый скутер до 75 км в час. Средний заявленный расход топлива составлял 2,5 литра на 100 км пути. Другие скутеры того времени постоянно скрывали свои двигатели за металлическими элементами кузова, но этот необычный мотор Руми не собирались прятать. Он был гордо выставлен на всеобщее обозрение между ног гонщика, а привлекательный алюминиевый корпус прикрывал только его бока. Помимо красоты, легкий материал скутера, естественно, дал преимущество в производительности по сравнению с обычными популярными в то время веспами, сделанными полностью из металла. Как функциональный, так и быстрый, Формичино в 57, 58 и 60-х годах выиграл знаменитые 24-часовые гонки Болт Д'Ор в Манлере во Франции. Впоследствии Руми выпустили скутер Болт Д'Ор, названный в честь гонки.
Руми Формичино был очень популярен у себя на родине, поэтому он продавался в широком диапазоне цветов, начиная с обычных синего, красного, желтого, белого и заканчивая серым, небесно-голубым, золотым и цветом слоновая кость. Также, как вы уже успели заметить, он выпускался и без окраса вообще, просто с полированным кузовом, и эта версия называлась «Серебро». Мото Руми прекратил производство мотоциклов в 60-м году и закрыл свой литейный завод в 62-м. Данино вернулся к своему первому любимому делу – живописи и скульптуре, чем и занимался вплоть до своей смерти в 80-м году. Внук Данино Стефано основал Руми Sport Race Engineering в 2009 году и с некоторым успехом разработал гоночные мотоциклы класса 125 и 250 кубических сантиметров.